Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поделимся самой актуальной информацией на 21 декабря 2021 года. Поговорим о народном празднике, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день. Также расскажем о том, почему 21 декабря является волшебным и магическим днем, что нужно обязательно сделать в день зимнего солнцестояния. Также уделим внимание и лунному календарю. Об этом более подробно далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, 21 декабря отмечается народный праздник Анфиса-рукодельница. В церковном календаре это день почтения памяти святой мученицы Анфисы Римской, которая жила в V веке, и вспоминают сегодня преподобного Потапия, жившего в IV веке. Другие названия праздника: Анфиса, Анфисин день, Потап или Потапий. В простонародье Анфису прозвали рукодельницей, так как в этот день всем девицам полагалось заниматься рукоделием. Обильно выпавший снег хорошо освещал избу, поэтому была возможность работать без дополнительного света свечи, пока темнота не наступит. И в день Анфисы, как правило, выпадал снег, и, соответственно, он хорошо освещал избу. И девушки сегодня, 21 декабря, как правило, готовили себе приданое. Женщины шили наряды и рушники для всей семьи. Вышитое сегодня, 21 декабря, согласно народным приметам, обладала чудодейственной силой. Поэтому на Анфису старались вышить как можно больше магических знаков. Это круги, кресты, а также орнамент, напоминающий фигуры женщин, потому что именно этот знак символизировал плодородие, а также птиц и зверей. Они оберегали от злого слова и взгляда. На детские вещи наносили узоры в виде розеток, которые являлись охранительными и очистительными символами. В народе верили, что 21 декабря активизировались темные силы, поэтому вышивальницы старались работать вдали от чужих глаз, обычно в одиночестве. Если же не было такой возможности, то рукодельницы обвязывали руку зеленой шелковой ниточкой, защищающей от сглаза, полученного через укол иглы. Часто такой сглаз проявлялся в виде икоты или зевоты. В этом случае надо было трижды перекреститься и прочитать молитву «Отче наш» шепотом или про себя. Девушки делали пряжу в день Анфисы и обязательно наносили защитные рисунки на отверстия одежды, на рукава, подол, воротник, а также на пояс. Тогда считалось, что бесы не смогут проникнуть в тело и нанести какой-либо вред. Вышивали узоры в виде ромба, чтобы быть плодовитой и вьющегося растения, которое приносит семейное счастье. Нитки брали красного или белого цвета. Они были символами крови и чистоты, света и невинности. Даже в народе существовало поверье, что если нитка часто рвется, то в комнате присутствует нечисть. В таком случае надо было трижды прочитать молитву, обращенную к Богородице, с просьбой защитить от негатива. После открыть дверь, чтобы нечистая сила вышла, и затем закрыть ее плотно. В день Анфисы, 21 декабря, крестьяне очень боялись глаза, поэтому вечером читали обязательно заговоры от порчи. Рожденные в день Анфисы, как правило, люди некоммуникабельные, но добродушные, всегда придут на помощь и немногословные. В качестве талисмана им подходит агат, который защищает от дурного глаза, оберегает в пути от неприятностей, увеличивает запас жизненных сил и способствует улучшению настроения. Ну а что же нельзя было делать в день Анфисы рукодельницы по народным приметам? И знаете, главный запрет в этот день — это
запрет на рукоделие в присутствии других людей. Считается, что в этот день активизируется нечисть, а значит, взгляд постороннего человека даже без его желания может сглазить и работу, и саму рукодельницу. Наши предки верили, что 21 декабря все нити обладают магической силой, а тот, кто наденет вещи, вышитые или сшитые в этот день, станет успешным как в делах любовных, так и в профессиональных. Также принято было в день Анфисы рукодельницы вязать из красной нитки браслет, который являлся оберегом от порчи и зависти. Только нить была куплена специально для этой цели. Нельзя было 21 декабря незамужней девушке вышивать вещи черными нитками, иначе по народной примете после замужества она скоро овдовеет. В день Анфисы рукодельницы нужно начать работу над свадебным рушником, на котором обычно вышивают красные узоры цветом любви и страсти. Только перед тем, как приступать к рукоделию, нужно повязать себе на руку шелковую красную нить, которая защищала от уколов иглы и других неприятностей. Нельзя сегодня было и коротать вечер в одиночестве. Его надо провести было в кругу близких и любимых людей, чтобы после год был рядом с ними, ощущая их душевное тепло, любовь и поддержку. Очень важно сегодня было с ними не ссориться. Даже если кто-то и не прав, лучше сдержаться и проявить выдержку и терпение. Не стоит оставлять и денежные долги, и незавершенные дела на 21 декабря, поскольку тогда их придется доделывать в течение всего следующего года. Если в день Анфисы рукодельницы не получается справиться с ними самостоятельно, можно попросить помощи. Святая только поддержит совместный труд, благословив всех на профессиональный успех. Ни в коем случае нельзя 21 декабря встречать в неубранном помещении. Сегодня надо сделать уборочку и в доме, и обязательно на своем рабочем месте. Делается это для того, чтобы вынести из своей жизни все старое и кармически дурное. Если же проигнорировать этот запрет, то потом очень долго не будет возможности избавиться от прежних проблем и препятствий во всех важных делах. Также обращаем ваше внимание, что 21 декабря наступает день зимнего солнцестояния. Это особенный волшебный день. И давайте поговорим о том, что категорически нельзя делать в этот день. Нельзя ни в коем случае ругаться, ссориться, конфликтовать, иначе вы сами себе создадите плохую основу для будущих отношений в новом году. Постарайтесь 21 декабря вечером отказаться от шумных вечеринок, употребления алкоголя и вредной пищи. Нельзя ни в коем случае встречать день зимнего солнцестояния в грязном доме, иначе неприятности и неудачи будут преследовать вас весь следующий год. Нельзя быть жадным в этот период, иначе будете в нищете весь следующий год. Что же обязательно нужно сделать в день зимнего солнцестояния? Обязательно отдайте все свои долги и завершите все начатые проекты. Также обязательно 21 декабря установите и нарядите елочку. Обязательно загадайте желание. Любое спонтанное желание должно в будущем обязательно сбыться. А вот медитация приносит пользу и в этот день достаточно хорошую. Таким образом, через медитацию, через практики вы можете избавиться от негатива в своей жизни, выстроить собственное будущее. И когда вы делаете медитацию, обязательно представлять, что желаемое уже достигнуто. А вот вы провести вечер 21 декабря, постарайтесь за вкусным ужином и приятной беседой. Не лишним будет поставить свечи и за упокой родных. Также, как вариант, можете заказать поминальную службу. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 21 декабря 2021 года. Сегодня у нас с вами, друзья, 17 и 18 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Рак. Сегодня время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятная будет первая половина дня, когда энергия на подъеме и любое творческое дело идет на лад. Однако следует тщательно контролировать буйство своих сил. Не все могут выдержать значительную перемену
перемену ритма. Обращаем ваше внимание, сегодняшний день, 21 декабря, будет переполнен положительной энергией, и наиболее чувствительные люди могут получить важные для своей жизни откровения, которых они ждали очень давно. По этой же причине есть вероятность судьбоносной встречи в этот день, которая осчастливит вас удачным браком. Так что стоит приглядеться к новым знакомствам в этот день. Помимо этого, распределение такого обилия энергетики ляжет и на ваши плечи. Если вы умеете ею управлять, день пройдет идеально. Если же вы допустите слабость и растеряетесь, как и куда направить это буйство, все может закончиться весьма печально. В этот день многие устраивают шумные вечеринки, которые заканчиваются обычной попойкой или дракой. Также этот день пропитан любовью, которую захочется дарить своей второй половинке много и бесконечно. Поэтому именно сегодня возможно примирение двух рассорившихся влюбленных. Удачные бракосочетания и самые страшные и страстные и жаркие ночи любви, которые можно только себе вообразить. Особенно прекрасные и любвеобильны в этот день женщины, которые созданы любить и быть любимыми. Энергетика этого дня плодотворная и для творческих начинаний, так что у вас есть прекрасная возможность самовыражения, которая закончится небывалым успехом. Только направьте энергию в созидательное русло, и вы станете автором настоящего шедевра, который удивит и вас самих, и даже всех окружающих. Но обращаем ваше внимание, Луна находится в знаке зодиака Раки. В этот период есть опасность попадания под влияние сильного постороннего человека, потому что любое проявленное сочувствие и участие, которое выказывает человек, вызывает доверие к нему. Один раз можно попасться, а в другой использовать этот момент в своих целях. Кроме отрицательного воздействия Луны, есть и положительное. Например, в это время можно наладить отношения между детьми, родственниками, приступить к накоплению материального и духовного наследства, развить интуитивные способности, научиться понимать и принимать бессознательные реакции людей. Для тех, кто имеет ресторанный бизнес, занимается садоводством, продажей цветов, день обещает быть успешным. Обращаем ваше внимание, что чувства в знаке зодиака Рак обостряются и приобретают глубину. Происходит остановка или притормаживание событий, поэтому торопить или форсировать какие-то моменты не стоит пытаться. Если у вас есть возможность, то спланируйте месяц таким образом, чтобы этот лунный день остался свободным от дел. Он предназначен для активного отдыха. Что же касательно стрижки волос, не нужно бояться никаких манипуляций с волосами. Можно сказать, что для этого он и предназначен. Даже самая простая стрижка принесет много пользы. Ну а если вы решитесь на смену имиджа, то точно не пожалеете. Будьте смелее и попросите сделать вам такую прическу, которую давно хотели. Парикмахер поделится с вами своими советами по укладке вашей новой стрижки, что сильно упростит вам утренние сборы на работу в будущем. Обращаем ваше внимание, что красота сегодня приумножается, поэтому стоит уделить ей чуть больше внимания. Волосы, наращенные в этот день, будут долго держаться и поднимать вам настроение. Химическая завивка или кератиновое выпрямление также пройдут удачно и придадут волосам здоровый вид. Полностью обновившись, сходите повеселиться с друзьями. Но даже в такой чудный день будьте осторожны, завистники могут вас сгладить. Что же касательно окраски волос, то натуральными красителями в рыжий или светлый тон улучшит отношения с близкими людьми. Что же касательно прически, то заплетите небольшую косичку, затем вплетите в нее желтую ленточку. Такая прическа привлечет солнечную энергию, и этот день станет днем надежды и энтузиазма. Следите, чтобы ваше веселье не превратилось в откровенное буйство и грубое пьянство. Напомним, что энергии этого дня требуют тщательного контроля. Избегайте ситуаций, где возможна повышенная эмоциональная реакция. В природе будет бродить хмель. Встряски и перепады энергии могут привести к неприятным последствиям.
И масштаб этих последствий может быть значительным и даже трагичным. Именно в этот лунный день произошли восстание декабристов, кровавое воскресенье и так далее.